Новых проектов в старом Батуми не так много, особенно если сравнивать с новым бульваром. Но если речь заходит о покупке квартиры именно в этой части города, чаще всего выбор падает на два объекта. И сегодня мы их с вами сравним лоб в лоб: цены, локацию, планировки и другие важные параметры. Не буду затягивать, мы начинаем. Модерн Ультра и Пьяцца Резиденс. Оба проекта относятся к старой части Батуми. И самое интересное, наверное, в этой всей истории, что одни люди называют старым городом только вот эту часть, да, то есть площадь Европы и там площадь Пьяццы, ну, а другие люди всю территорию, относящуюся до улицы Чавчевадзе, да, и идущую вот до самого озера Нуригели. Вот у нас два объекта на карте. На улице Вахтанга Гаргасали 59 находится Пьяцца Резиденс. Если немного отдалить, то в этой части города находится вот по адресу Деметра Давдедебули. Здесь у нас Safe Development строит свой проект Modern Ultra. Это вот рендеры, соответственно, сейчас вы видите Modern Ultra, а это у нас Пьяцца Резиденс. Про рендеры и всю визуальную часть мы чуть позже поговорим. Возвращаемся на карту и посмотрим расстояние до основных ориентиров. Если мы говорим про Modern Ultra, то буквально через дорогу здесь находится Кафедральный собор, то есть собор Рождества Богородицы. Если мы говорим про Пьяццу Резиденс, вот здесь Пьяцца Резиденс, то в принципе можно ориентироваться на Верховный Совет Аджарии. Здесь вот недалеко, буквально. Расстояние до моря. Вот от Modern Ultra сюда, то расстояние, километр, тут 350 метров, да, плюс-минус. Но если мы, допустим, протянем линейку именно до порта, то здесь где-то 600 метров. Конечно, здесь вот плавать такое себе удовольствие. Наверное, правильно сравнивать расстояние до набережной. И если мы сравним до набережной, то от Пьяцца Резиденс здесь у нас расстояние, где-то в километр получается. Сейчас, секунду. Да, километр с небольшим. То есть расстояние между двумя объектами тоже, они почти рядом с друг другом расположены, там условно разница между ними 350, может быть 400 метров. Но визуально Пьяцца как будто бы, Пьяцца Резиденс, больше интегрирована в исторической части города. И давайте мы как раз это сравним. Я нашел две классные карты. Вот она, первая карта. Эта карта опубликованная аж в 1914 году Вагнер Эндебис в Лейпциге. И чем эта карта привлекательна? То, что здесь как раз мы видим территорию городской застройки того времени. Соответственно, ориентироваться можно вот на Rail Station. Вокзал в то время находился здесь, сейчас это банк TBC. И если мы вот так вот перешагнем одну улицу сюда, то вот у нас как раз здесь отображается Деметра Давдедебули 48, и вот через дорогу здесь Кафедральный собор. Хотя почему-то здесь Кафедральный собор не отмечен. Я вот узнавал, кстати, он строился с 1898 по 1903 или 1905, точно не помню, но однозначно он строился раньше того времени, когда была опубликована эта карта. Не знаю, почему он здесь не отображен. И если мы по такой же логике от вокзала перешагнем по улице Петербургской на улицу Ольгинскую, кстати, Петербургская это сегодня улица Чавчевадзе, а Ольгинская Вахтанга Гаргасали, то здесь вот на перекрестке как раз и находится Пьяцца Резиденс. То есть в широком понимании оба проекта можно отнести к старому городу, потому что, как мы видим здесь, да, на карте, что территория в районе этих проектов уже тогда входила в городскую застройку. Вторая карта тоже очень интересная. Это проект охранных зон исторической части города. И красным это зона исторической застройки, а синим отображена зона ее регулирования. И если мы вот сейчас применим точно такую же логику и будем опираться, допустим, на знакомые уже ориентиры, например, вот он банк TBC, вот он Кафедральный собор, Верховный Совет Аджарии, то мы здесь видим, что Пьяцца Резиденс находится внутри вот этой красной границы, да, исторической части города, вот здесь на перекрестке. А через дорогу от Кафедрального собора по улице Давдедебули, Modern Ultra, прям чуть-чуть не попадает, поэтому вот решайте сами. Исторически это центр, да, историческое ядро Батуми или не историческое ядро.
Конечно, эта карта не утверждена как действующая юридическая граница старого города, но она хорошо показывает, да, какую территорию специалисты считают именно старой застройкой. Ну, возвращаемся в реальность. Здесь вот у нас современная карта, и я хотел еще показать одну важную вещь. Пьяцца Резиденс уже есть в Батуми, и находится он на улице генерала Мазняшвили, 44, непосредственно рядом с площадью Пьяцца. И тут вот, почему я про него рассказываю, тут главное их не перепутать. Потому что Пьяцца Резиденс номер 2, вот здесь, до, допустим, Мазняшвили 44, ну, примерно тут 550 метров, вот, и они здесь вот располагаются. Я даже, кстати, сделал скриншоты с сайта Кортер. То есть, видите, да, Пьяцца Резиденс построен в 2019 году, то есть такое пятиэтажное здание, ну, вообще не имеющее ничего общего к Пьяцца Резиденс от Tower Group и Move Development. И, конечно, стиль постройки у него такой типично аджарский. Я думаю, что это здание было пристроено самовольно, пойди разбери. Я думаю, по локации мы плюс-минус закончили. Главные ориентиры мы узнали, и теперь можно переходить к самим рендерам, чтобы понять, в конце концов, что же построят эти застройщики. Modern Ultra. Здесь выступает застройщиком компания Save Development. Вообще, это достаточно молодая юридическая компания, которая была открыта примерно в 2023 году, но она входит в группу Ассоциации застройщиков Batumi Developer Group, генеральным директором которой является Эднар Химшашвили. Это достаточно известный человек в Батуми. Он строит с 2011 года, реализовал ряд известных проектов в городе, такие как Real Palace, Black Sea Towers, Lehman Garden, Palm Residence, Modern Residence, который, кстати, находится через улицу от Modern Ultra, Pьяцца Residence. Тут застройщиком выступает компания Tower Group. Tower Group является дочерней компанией ГЗА. ГЗА, кстати, по-грузински дорога, что в целом логично, потому что эта компания, она, кстати, основалась в 2005 году, занималась дорогами, асфальтом, бетоном и так далее. И вот из нее вышла как раз компания Tower Group, которая занимается именно девелоперским бизнесом. Собственно, они и строят Пьяццу Резиденс, а еще они панораму строят возле Батумского вокзала. Также в партнерстве участвует банк TBC, Alpha Architect, Central Management Group и Move Development. Move Development, скорее всего, тоже это проектная компания, как Save Development у Batumi Developer Group. То есть это подтверждает, что в Батуми это частная история, когда открывают для конкретного проекта новую компанию, новое юридическое лицо, так называемое SPV. Modern Ultra – это одна 30-этажная жилая башня, рассчитанная не только на туристическую модель, но и на круглогодичное проживание, потому что по формату это жилой дом с газом и достаточно такой камерной инфраструктурой, а не большой апарт-комплекс с басиком и масштабной рекреационной территорий. И вообще, кстати, изначально этот проект вышел на пресейл осенью 2023 года. В то время квадратный метр стоил там в районе $700-800 за метр, это вот за черновую отделку. А после пресейл, буквально там спустя несколько месяцев, застройщик взял достаточно длинную паузу, и я, честно говоря, не знаю, с чем она была связана. Сам застройщик это объяснял тем, что они ждали документы и разрешения на строительство, и в это время они не только не строили, но и продажи остановили тоже. Вообще, я думаю, была не одна причина, а было две как минимум, потому что еще и произошло изменение самого проекта. Изначально дом был рассчитан на 25 этажей, и я помню, что тогда даже планировалось 55 парковочных мест в подземном паркинге, хотя и этого очень мало, учитывая 25 этажей, да, то есть такое высотное здание, там представьте, сколько квартир в этом доме продается, да, сколько там людей будут жить, и всего 55 парковочных мест. А сейчас проект изменили, теперь у нас 30 этажей, то есть еще больше этажей, еще больше квартир, а парковочных мест всего 18. И то, насколько я знаю, они все были распроданы, хотя есть паркинг, ну такой открытый паркинг во дворе, и сейчас там продается вот буквально 3 места, и стоит это $40 000, да, то есть за то, чтобы поставить тачку во дворе, надо заплатить $40 000. Что внутри самого проекта? Как я уже сказал, инфраструктура здесь небольшая,
Вот на официальном сайте самого застройщика заявлены бизнес-центр, коворкинг, ресепшн, управляющая компания, дом с газом. В квартирах индивидуальное отопление, квартиры продаются в разных кондициях, но об этом мы еще поговорим позже, когда будем смотреть цены. И если верить вообще вот рендерам этого проекта, то есть обещание того, как этот дом будет выглядеть, когда он построится, первое, что бросается в глаза, это такое большое количество стекла и такие ровные вертикальные линии, да, минималистичные по фасаду. Кстати, фасад планируется делаться из алюкобонда, а в нижней части башни будет несколько таких вот этажей, да, то есть несколько этажный прозрачный стилобат с коммерческими помещениями. И особенно хорошо проект выглядит ночью. Есть такие вот вечерние рендеры, и вот эти вот линии фасада, они дополнительно как бы подчеркиваются архитектурной подсветкой. И последнее, что хотел сказать по модерну, сдача планируется на конец 2028 года. И вот, наконец-то, Piazza Residence, и это, пожалуй, не просто жилая башня, а по концепции скорее целый городской комплекс, внутри которого сам дом, коммерческая часть, площадь Пьяцца и старинное историческое здание, которые собираются отреставрировать и встроить в общую архитектуру проекта. На сайте самого застройщика написано, что это жилой и инвестиционный комплекс, хотя, на мой взгляд, это в первую очередь жилой, хотя инвест-составляющая там есть, в проекте будет работать управляющая компания, которая будет заниматься сдачей квартир в аренду. Давайте теперь поговорим немного уже о самом доме. Сейчас на их сайте отображается версия дома на 18 этажей, но в офисе менеджер сообщил, что сайт скоро обновят, и фактически этот проект рассчитывается на 24 этажа. Около 300 квартир, на этаже плюс-минус 16-17 квартир. Я, кстати, перемножил одно на другое, у меня получилось больше 300, на что менеджер ответил, что некоторые квартиры сейчас покупают под объединение, и в конечном итоге здесь будет не больше 300 квартир все-таки. Главная фишка этого проекта – это сама пьяцца, то есть внутренняя площадь в итальянском стиле, точнее, пожалуй, венецианский стиль, такие высокие колоннады. То есть, застройщик вот реально заморочился. Выглядит это прям очень-очень круто. Ты спускаешься из квартиры, там, не в обычный двор, да, а прямо на европейскую площадь. А еще важная деталь по концепции – это 119-летнее историческое здание. Его, как я сказал прежде, отреставрируют и интегрируют в новый жилой комплекс, и в нем как раз будет находиться ресторан. А основная инфраструктура должна располагаться на первых двух этажах. То есть вот ресепшн, лобби, консьерж-сервис, закрытая территория, круглосуточная охрана и так далее. Подземный паркинг, кстати, места там не продаются. Паркинг рассчитывается на 70 мест, и компания планирует их сдавать в аренду самостоятельно. Вот вам, собственно, и инвестиционная составляющая проекта, только не для вас, а для компании. Зарабатываем на покупателях. Наверное, я уже затянул это видео, оно уже получается очень большим, но не сказать о самой архитектуре этого здания, наверное, будет кощунство. Здание, вот посмотрите, оно визуально состоит из нескольких соединяемых между собой частей, много панорамного остекления, открытых балконов, стекло чередуется с каменными элементами, колоннами, карнизами, арками. Дом получается очень-очень узнаваемым. Лично мне он напоминает какой-то европейский отель, и, наверное, самая выразительная часть проекта – это вот как раз нижняя часть. Такая высотная жилая часть, она стоит на массивном основании с очень высокими колоннами и арочными проемами, а сам фасад заявлен как вентилируемый, и между вот основной стеной и каменной облицовкой планируется оставить такой воздушный зазор, то есть там должна получиться такая многослойная конструкция, короче говоря, настоящий сэндвич. Застройщик уверяет, что будет именно настоящий камень, а не просто штукатурка или там имитация каменного фасада. Сдача, как и у Modern Ultra, планируется на конец 2028 года. Начали они, кстати, в конце 2024 года по $2000 за квадратный метр в белой отделке. Но с учетом того, что сегодня большинство застройщиков, большинство новостроек задерживается, прибавляйте, наверное, как минимум год,
потому что проект реально громадный. Нужно очень сильно постараться, чтобы успеть его построить в срок. И будем надеяться, что если они реализуют хотя бы 70% того, что обещают, это уже будет большим-большим успехом. Ну что, мы наконец-то приступаем к самому интересному. И сейчас мы посмотрим цены, условия покупки, сами квартиры, планировки. В общем, не буду затягивать. Смотрите, сейчас вот на экране это, в общем, сайт самого Modern Ultra, и пользоваться им достаточно легко. Вы можете открыть его у себя на компьютере, ну и просто навести курсор мыши на сам дом. И как вы видите, тут все подсвечивается. Красным цветом отображены те квартиры, которые уже проданы, ну а другим цветом те, которые доступны в продаже. Нижние этажи практически уже все раскуплены. Вообще застройщик продал там практически 70, а может быть даже 80% всех квартир. Поэтому мы смотрим более высокие варианты, хотя там где-то на 15-16 этажах есть квартиры, но мы дальше цены в их шахматке посмотрим. Ну, например, возьмем вот 27 этаж. Смотрите, вот мы нажали 27 этаж. Тут, в принципе, ну, тоже все понятно. Вот написано, сколько всего квартир на этаже, да, total 11. Там sold, продано, там 3 квартиры и доступно 8. Можно навести также курсор на конкретную планировку, выбрать тот или иной формат. И вроде бы все ясно, сколько квартир, вот 3 лифта на этаже. Но что непонятно? Непонятно, наверное, то, куда смотрят эти квартиры, да? То есть, смотрите, вот она улица Тавдодебуля идет, вот она улица Состиани, вот она Чавчевадзе. И вот этот дом, то есть это вот типичный пример точечной застройки, да, то есть его расположили как раз вот между некоторыми домами, и в частности есть риск того, что вот эта вот сторона, мы сейчас ее посмотрим на сайте, вот, который упирается в дом 50, то есть вот эта вот сторона, да, вот здесь дом 50 стоит, оно прям вот эти вот квартиры прям в нее, ну, в этот дом упирается, то есть между ними глухая стена, и этот дом, он идет вот тоже он такой же Г-образный, как наш дом, который мы рассматриваем. И получается, что вот эти все квартиры, вот эта сторона, они все вот упираются в него. Плюс тут еще стоит 49-й дом, вот здесь сбоку примерно это можно представить. И вот эта вот квартира под номером 8, она тоже как бы в него смотрит. И в лучшем, конечно, случае, что виды из этого балкона, которые здесь отображены, будут упираться между двумя этими домами в какую-то прогалину. И вот эти горы, так называемые, которые застройщик там нарисовал, ну, в сторону улицы Пушкиной, все-таки можно будет увидеть. Наверное. Не ниже, чем с 15 этажа. То есть те квартиры, которые ниже 15 этажа, я так думаю, что там ничего видно не будет. Как бы для наглядности я нашел на YouTube самого застройщика несколько видео. Кстати, эти видео я уже показывал, обзорные видео, видов вокруг, в предыдущем моем обзоре на Modern Ultra. Ссылку тоже к этому видео прикрепляю, вы сможете посмотреть. Ну а сейчас давайте посмотрим, что вообще они тут рисуют. И вот этот самый дом, 50-й. Да, я вот сейчас поставлю на паузу. Получается, смотрите, как он идет. Тоже вот буквы Г. У этой квартиры, что мы смотрели, ну, получается, вот эта вот квартира в частности, они имеют вид вот боковой. То есть, видите, как балкон у нее расположен. Кстати, балконы у квартир небольшие, да, для кого это важно. Вот эта вот квартира номер 4, у нее вид получается, ну, вот сюда. Вот так оно, вот с балкона вы будете смотреть. И получается, с боковым зрением вы упираетесь вот в этот самый дом. Да, то есть с видом на Сотиане. Это вот Modern Residence перед нами. Ну и боковой вид сюда. Но сюда мы опять же, так как наш дом Г-образный, мы как бы в свое строение, свою часть дома, тут вот этот вид будет перегораживать. И поэтому еще большой вопрос, увидим ли мы море. А та квартира, которую мы смотрели до этого, вот эта вот квартира, номер 8, она вот как раз будет смотреть в дом напротив. То есть вот этот дом напротив стоит, прям перед ней. Если он в эту прогалину, конечно, гору увидит, это вот, ну, уже, наверное, будет считаться какая-то победа. Но я не знаю, вот на 17 этаже есть ли квартиры. Сейчас мы посмотрим. Там парочка вроде были. Так, вот это вот шахматка самого застройщика. Ну, смотрите, сколько продано, да, квартир. Но вот это вот 1804, да, которая у нас стоит в черновой отделке $75 310. Это как раз та самая квартира, ну, которую мы смотрели. Ну, это 17 этаж, там по 18 чуточку повыше, но я думаю, что, в принципе, можно представить. А вот эта вот 8-я квартира, она, кстати, тоже вот продается, смотрите, на 18 этаже по $1700 за квадрат, почти $120 000 в черновой отделке. 30%, кстати, у них первый взнос, это 35 445. И там в рассрочку получается по 2756. Ну, а самые классные варианты вот на море и на Чавчевадзе, это вот здесь внизу. Получается, вот эта вот квартира,
Она, кстати, вот на 27 этаже, это вот опять история про то, что цены лучше согласовывать у застройщика, потому что я был у застройщика где-то буквально 2-3 дня назад. Мне менеджер сказал то, что на сайте, в принципе, они стараются все обновлять, просто не всегда успевают, поэтому на всякий случай лучше согласовывать у менеджера напрямую, либо же пишите мне, да, на WhatsApp, я подскажу по актуальным остаткам и по актуальным ценам. Но вот эта вот квартира, это как раз типичный пример вот этой истории, потому что мне менеджер сказал то, что квартира 2701 сейчас в продаже стоит $2000, хотя в самой шахматке, да, если мы поднимемся сейчас на 27 этаж, она здесь тоже отмечена проданным. Но во всяком случае, если мы с вами поднимемся на 28 этаж, то она уже точно тут будет свободна, конечно, будет другой прайс. Но вот эти квартиры, они самые классные. На средних этажах, там на 15-16 этаже их, конечно, уже нет наличия, но мы можем посмотреть, на каких этажах сейчас они вообще доступны. Ну вот у нас 2508, 2509. Девятая квартира, это вот угловая, вот она, девятая квартира. То есть с нее, в принципе, тоже вид неплохой открывается. Давайте посмотрим. У меня есть видео 24 этажа. То есть видео по видам, они тоже старые, еще когда проект был согласован на 25 этажей. Выше застройщик, в принципе, не стал снимать тогда этажность, когда проект изменился. Но, в принципе, этих видео, ну, за глаза. Так, вот у нас 24 этаж. Но согласитесь, тут уже прям поинтереснее. И вот этот дом, да, 50-й, мы его практически не видим. И вот эта вот сторона гор лучше открывается. Ну, а если у нас будет квартира вот с этим видом, ну, смотрите, как круто, да, тут все, что вам нужно, да, все, что вы искали, и Шератон, и Азур, и Виндем Хотел, и Ле Меридиан, башня Алфавита, Кафедральный собор. Вам нужен Кафедральный собор? Вот, пожалуйста, Кафедральный собор. Ночью вот эта вся картинка, она еще в разы круче выглядит. Но по стоимости, конечно, тут уже намного дороже, тут $2000 идет за квадратный метр, 60.6 площадь, то есть общая цена 121 200 в черновой отделке. В белом каркасе особо смотреть не будем, обычно либо в черновой покупают, да, сразу ремонт с нуля делают, либо с ремонтом под ключ. Кстати, ремонт под ключ тут выходит, $750 за квадрат. В принципе, это вот вообще такая рыночная цена на сейчас. Но вы покупаете квартиру с ремонтом к 2029 году, да, мы знаем, что он в конце 28-го сдается, но лучше прикинуть еще, не знаю, там полгода минимум на то, что они там будут все доделать. И вот сколько будет ремонт стоить в 2029 году, вот это хороший вопрос. Поэтому в целом, если вы покупаете квартиру и тем более для сдачи в аренду, то особо как бы шиковать с ремонтом не стоит. И тут еще ремонт можно взять в рассрочку, поэтому как бы цена адекватная. Но с учетом ремонта эта квартира уже будет стоить $166 650. Первый взнос почти 50 тысяч и платеж в месяц $3888 50 центов. По большому счету, кстати, этот платеж, там, львиную долю, да, платежа, там, какую-то часть, там, 40%, 30% можно будет сместить на конец срока, да, ее взять в ипотеку, если неудобно платить вот такую рассрочку почти по $4000. Но этот вопрос надо уже будет согласовывать с застройщиком. А моя квартира, которая мне вот больше всего нравится, это вот номер 1. Да, вот 28.1, смотрите, у нее почти 56 квадратных метров, и балкон прям вообще крохотный, да, то есть 4 метра, для тех, кому нужен маленький балкон, наверное, это будет прям подарок. То есть 52 метра, это прям площадь самой квартиры по $2150 за квадрат. То есть общая стоимость черновой отделки $120 185. С ремонтом здесь уже 162 110. Платеж первый, первый взнос 30%, 48 633, ну и остальное в рассрочку, как вот вы видите, по $3782. То есть еще раз хочу подчеркнуть то, что вот мы вот про эту квартиру говорим. Кстати, абсолютно у всех квартир по обслуживанию комплекса будет стоить 80 лари в месяц, даже если вы покупаете студию. Студия, кстати, вот она единственная на этаже, как раз вот в сторону того дома, который буква Г нам перегораживает весь вид. Но, наверное, недостаток у этой квартиры еще не только в самом виде, но вот, я не знаю, студия. Студия тут для одного человека, в ней будет проживать один человек явно. И если он, допустим, выйдет на балкон и захочет там условно помедитировать, наверное, соседи, которые вот в этой квартире, которая уже побольше, там явно будет не один человек проживать, они тут устроят по-любому какой-нибудь праздник ему под окнами. С одной стороны, если вы человек коммуникабельный, то вот у соседа можно сигаретку стрельнуть условно, поболтать за жизнь. Но если вам такой формат не подходит,
то, наверное, студия здесь вот не очень такая удобная. Можно рассмотреть вот этот вариант, 80 квадратных метров, правда, площадь намного больше. Ну или на крайняк вот этот. Вот здесь вот медитировать точно получится, балкон изолированный. Вот, и если вам нужна тишина и уют, то, наверное, ну, вот этот вариант как бы больше подходит. То есть по цене вот оставшихся квартир, которые мы рассматриваем, если мы говорим про черновую отделку, ну, тут вот, если мы начинаем, допустим, с 16 этажа, ну, $1700 минимум надо закладывать. Вот эта вот квартира 1804, да, та, которая упирается в дом Г-образный, она стоит $1700 за квадрат, то есть $75 000, полный платеж за черновую отделку. Ну, а с ремонтом она обойдется, ну, почти в $106 320. Но если вам нужны квартиры видовые, то только вот на высоких этажах, тут уже цены повыше, да, с этажом стоимость растет. Ну вот, пожалуйста. Да, тут уже цены идут вот по $2000 за метр. Ну, это реально классные квартиры. И формат 1+1, и вид хороший, и старый город. В общем, ну, как вы хотели, дешевле такие квартиры купить не получится уже. Вот на Кортере, кстати, я тут отметил уже старый город. Тут классно, на этом сайте можно вот район, сразу он отделил. У нас 1205 квартир, да, то есть вторичный рынок, старый город. Если мы сравниваем, да, то есть сегодняшнюю квартиру, которую мы покупаем к 2029 году. Если мы их посмотрим, я вот, кстати, сделал сортировку по цене за квадратный метр сначала дороже, то есть мы с каждым разом опускаемся, и стоимость квадратного метра уменьшается. То есть тут вот, ну, 1200 квартир, получается на каждой странице по 20 квартир, и всего вот, ну, примерно 60 квартир по 20 штук. Я вот сразу перелистал к 30, и мы вот видим, что тут вот медиана, да, готовой недвижимости вот в этой локации, да, стоит примерно $2800. Если мы считаем с Руставели, там, да, 2350. Но по той карте, которую мы до этого рассматривали, старый город все-таки вот он, часть, которую Кортер и рисует. Но 2800 медиана. Вопрос в том, если мы сейчас покупаем вот квартиру, да, у застройщика, допустим, вот эту же видовую мы купим, допустим, 2801, если мы ее рассматриваем на покупку, да, 2150 с черновой, но 2900 мы покупаем готовые под ключ. Да, то есть медиана 2800 в старом городе сейчас за готовые, мы берем готовые под ключ 2950 или 2900. Сколько там было, я уж не помню. Короче, разница в деньгах всего $100. Грубо говоря, что мы сейчас новостройку у застройщика покупаем, ну, как будто по среднерыночной цене. То есть, другими словами, рынок должен вырасти за 3 года всего на 3,5%. Да, то есть он должен расти в целом на 1% с небольшим в год. Вот насколько это реально, да? Какова вероятность того, что за 3 года рынок вырастет там, к лету 2029 года на 3,5%? Ну, в принципе, это прям выглядит очень-очень консервативно. Скорее всего, рынок вырастет намного больше. Вот, например, за прошлый год, по тому же отчету Golden Taggart, вторичка выросла где-то на 7%, да? Вот, в среднем, по больнице. Давайте, допустим, с пьяцей сравним эту калькуляцию. То на пьяце это посмотреть достаточно легко. Зеленым цветом отмечены тоже варианты, которые доступны, красным то, что продали. Как их увидеть? Надо нажать на такую волшебную кнопку «Статус», и все вам станет доступно. По ценам. На самом деле на пьяце их посмотреть тоже легко, на сайте все это обновляется, но это тоже история как у Модерна. В общем, надо все это сравнивать именно лучше с шахматкой, потому что сайт обновляется тоже не всегда. Если мы, допустим, ищем именно квартиры, ну, плюс-минус хотя бы такой же площади, такого же формата, да, допустим, как мы рассматривали в Modern Ultra, допустим, 1+1 мы хотим, и вот количество комнат, я не знаю, тоже выберем одну, то как раз он покажет, сам сайт, где эти квартиры расположены. По застройке, кстати говоря, вот здесь, вот с этой стороны я гулял по городу, там есть какие-то бараки, которые могут потенциально тут что-то построить, ну, снести эти бараки и на место них что-то построить, но с одной стороны, как бы это не страшно, потому что у нас такая вот тут полая стена, с этой стороны вот эти окна, они идут, ну, это окна на коридор, но вот, наверное, из окон вот этих квартир, то, что здесь может потенциально воздвигнуть, то, наверное, все-таки это будет не очень хорошо. Со стороны пожарки тут вряд ли уже что-то построят. Вот с этой стороны, с правой части, тут уже дом стоит, тоже ничего не построят. Ну и с фронтальной части тут могут что-то, кстати, поставить с этой стороны. То есть, видите, вот дом вот этот под реновацию идет, но вряд ли это будет что-то высотное. Хотя риск есть.
Эта сторона выглядит, как по мне, самая интересная, хотя море вон там, где у нас Азур сейчас стоит, но его с 10 метров высоты не видно. С 20 метров, если мы поднимемся, море все равно не видать. С 40 метров уже вот что-то открывается, какая-то панорама. Но смотрите, виды здесь тоже просто обалденные, да. Старый город, весь в его красе. С 70 метров даже открывается вот вид на озеро Нуригили. То есть виды замечательные. У меня есть шахматка застройщика, но смотрите, какая стоимость за квадратный метр. То есть вот 2700, 2500, 3200. Кто больше? Пока 2850, 2800, $3000. То есть, ну, вот в среднем, да, мы уже видим, что тут, ну, цены, ну, где-то примерно там на $1000 больше, чем видовые квартиры в Modern Ultra. Кстати, эти квартиры можно посмотреть на самом сайте. Если мы вот нажмем на какой-то из них, мы проваливаемся прямо в саму планировку. Ну, давайте это сделаем там с плана этажа. Вот, например, план этажа. Вот это вот Sea-View, да, вот тут вверху. Тут планировки, которые идут, они вот смотрят вот сюда, то есть с видом на море. Но они, как правило, вот уже практически все выкуплены. Я не знаю, может на 15-м что-то есть. Застройщик пока не обновил свой сайт, вообще как будет 24 этажа, но пока продаются квартиры до 15-го. Видите, тут купили. Вот доступный вариант. Трехкомнатная квартира, 141 метр, подробнее. И цена здесь вот $3450 за квадратный метр. Почти в 500 000, да, квартира стоимостью 141 метр. И вот, пожалуйста, вам планировка. Вообще, тут есть вот квартира, я ее видел где-то за $130 000. 1+1, если кому интересен, в этом доме вариант подешевле. Так, где-то вроде на 5-м этаже она была. Ну вот, пожалуйста, 514 вариант. Но это вот, да, one bedroom. Так, у нас вот почти $40 000 первый взнос и в рассрочку на 28 месяцев. Кстати, рассрочка в этом проекте. Это по условиям еще, кстати, $1 обслуживания на квадратный метр. То есть, если квартира 46 метров, то у вас в месяц обслуживание составит $46 минимум. Короче, давайте ее сейчас посмотрим на самом сайте. Получается, у нас 5-й этаж. И вот она, да, 46,6. Такая планировка, ну, все-таки здесь большой балкон, да, почти 10 метров, всего 46,4, и вот на оставшуюся площадь остается 36 с небольшим, но это цена именно за белую отделку, да, то есть за белый каркас. То есть если мы покупаем здесь в таком варианте без ремонта, то есть в белой отделке, ну, сюда как минимум нужно делать хороший ремонт. То есть мы не будем же делать дешевый ремонт в премиальной недвижимости. Ну, как минимум еще $1000 надо тут считать. 2800 за квадрат, и тут получится еще $1000 за ремонт, ну вот 3800, то есть по $4000 вот в среднем в этом проекте можно рассчитывать на покупку квартиры. Но если, соответственно, площадь еще будет больше, то еще выше. Там еще какая-то квартира была на 15-м этаже, я видел тоже 1+1, она мне в принципе понравилась, но ценник там тоже ого-го, там что-то под 170 000. Вот это, да, 1504. $3600 за метр в белой отделке. Но балкон здесь уже поменьше, да, 5,7. То есть вот эта вот планировка уже поинтереснее выглядит. И, собственно, она смотрит, куда она смотрит? И она смотрит как бы вот туда, в сторону улицы, ой, в сторону озера Нуригели. То есть вот сюда, например, она смотрит, куда сейчас камера повернулась. В общем, обоих проектов виды классные, есть видовые характеристики. Но если по самим ценам пройтись, ну да, вы сами видите, тут, ну, в общем, очень-очень даже недешево, но если нужна какая-то премиальная игрушка в виде такой квартиры, то почему бы нет? Дом вообще, ну, выглядит интересным, поэтому я думаю, он стоит своих денег, учитывая и концепцию, и качество материалов заявленных. Но вопрос заключается опять в том, что мы, собственно, получим на 2029 год. Если мы опять тут же калькуляцию применим, и наша недвижимость будет с ремонтом стоить, ну, себестоимость квадратного метра $4000, и сейчас вот медиана 2800, то это $1200 разница, и рост процентов за 3 года должен составить, как минимум вот 42-43%. Это чтобы вот сам рынок на тот момент должен примерно стоить $4000. Какая вероятность тому, что через 3 года рынок настолько вырастет, я не знаю. То есть это вот он должен в среднем расти практически на 12% в год. Будет ли такой рост? Это вот хороший вопрос. А если мы рассматриваем не капитализацию, а, допустим, мы хотим сдавать эту квартиру в аренду,
то тут тоже, ну, знаете, смотря какую квартиру брать. Если ту квартиру, что мы рассматривали, 46,4 метра, да, 514, ну вот эта вот квартира, да, то есть за 130 тысяч долларов белой отделки. Здесь вот, ну, 46,4. То есть, соответственно, нам надо еще 46 тысяч сюда вложить в ремонт. То есть вот мы считаем стоимость квартиры 130 тысяч плюс 46 тысяч. У нас, ну, пожалуйста, вот 176 тысяч долларов квартира с ремонтом в Пьяцца Резиденс в старом городе. Если мы хотим, вот, ну, берем за норму доходности, вот наша желаемая доходность в год по аренде условно зарабатывать 10%, то она в год должна приносить 17 600, то есть почти 18 тысяч долларов чистыми. То есть ее как минимум надо в месяц сдавать за 1500 долларов. Сдадите ли вы ее за 1500 долларов в месяц в 2029 году? Это вот вопрос. Но если мы смотрим медиану по аренде, кстати, я вот тоже подготовился, мы берем вот опять же старый город. Ну, смотрите, 216 квартир, формата 1+1, 800 долларов, самые дорогие квартиры сейчас даются. Вот даже есть квартира, ну, вот прям, ну, я не знаю, с видом на Пожарку. То есть как раз та же самая локация. Она даже по площади больше, да, предлагается, чем, ну, вот квартира 46,6. Да, это, конечно, не Пьяцца Резиденс, это не такой премиальный проект, наверное, но, тем не менее, вот, пожалуйста, 800 долларов. Вот так она выглядит. Ну, неплохой ремонт на первый взгляд. А если мы будем дальше, да, листать, посмотрим медиану, у нас всего-то квартира 216, 11 страниц, вот я где-то посередине, ну, 700 баксов, старый город. Ну, 750, окей. Ну, пускай даже 800, но в 2029 году будет ли 1500 ваш город? Захочет ли кто-то снять эту квартиру в Пьяцца Резиденс за 1500 долларов, да, площадью 46 метров? Я не знаю, да, с учетом еще того, что столько много предложений сейчас на рынке появляется. Сейчас уже очень много квартир, конкуренция просто бешеная. Сам вот Golden Tiger, да, вот эта аналитическая компания, она отмечает то, что аренда, что в Тбилиси и в Батуми, она ежегодно теряет свои темпы. Может быть, за 1000 долларов вы и сдадите, да, но опять же, это вот мой субъективный прогноз. То есть сколько 1000 долларов? 7,5% плюс-минус. 1100, даже на 7% доходности можно будет с нее ожидать. По модерну, ну, вы знаете, опять же, вот как вот все сравнивать? Если мы вернемся в то видео, которое я показывал по модерну, сейчас я его включу. Мы, допустим, возьмем те же самые видовые квартиры, которые у нас в общей сложности вместе с ремонтом получились в 2900 долларов за квадрат. То вот здесь может быть, ну, вполне реально сдавать квартиру еще за 1000 долларов. Но, опять же, тут пускай этот дом не входит прямо вот в границу старого города, тем не менее, весь этот старый город, который интересен людям, он здесь как на ладони. Тут и кафедральный собор, и вон Пьяццу даже видно, и вот он банк TBC. Кстати, если уж на банк TBC равняться, то получается вот здесь по диагонали будет Пьяцца Резиденс. И если уж он очень нравится, как он выглядит, весь его фасад и атрибутика, то вы с Modern Ultra вы сможете прям легко разглядывать каждый день, выходя на балкон. И это, знаете, это похоже вообще на историю про писателя Гиде Мопассана, который столовался в Эйфелевой башне, лишь бы не видеть эту Эйфелеву башню, там, по одной из теорий он ее ненавидел. Но здесь то же самое. Если вы купите квартиру в Пьяцца Резиденс, ну, сделайте там хороший ремонт, вы же не сможете из своей же квартиры смотреть на то, какой этот дом роскошный. Я сейчас вот вообще вас, конечно, не переубеждаю, но тем не менее. Виды шикарные открываются с Modern Ultra, и цена попривлекательней. И опять, если мы сейчас их сравним в том же самом калькуляторе, допустим, по аренде. Кстати, если кому-то нужны вот эти ценные расчеты вот в этом файле в Excel, просто мне напишите на WhatsApp, я вам их пришлю. Ну вот получается, что 160 тысяч долларов выходит стоимость квартиры, причем эта квартира там 55 метров, да, и балкон там почти 4 квадрата, то есть относительно небольшой. Если мы хотим 10% доходности получать в месяц, то тут уже вот, ну, 16 тысяч долларов чистыми должна квартира приносить. И вопрос в том, где легче будет ее сдать. Вот эта квартира видовая, да, с видом на кафедральный собор, который мы сейчас посмотрели, или квартира в Пьяцца Резиденс. То есть вот она, если вы видите, я сейчас постараюсь ее открыть, но вот она, да. То есть о каких видовых характеристиках в этом проекте может идти речь? Мы смотрим на Пожарку. И вот вид на Пожарку соревнуется, получается, с квартирой, которая
смотрит вот сюда. Тут абсолютно весь старый город. Получается, что Modern Ultra как будто бы поинтереснее в этом ключе. У него и рассрочка больше, и те же видовые характеристики, не то чтобы даже хуже, а может в каких-то вещах даже лучше, да, если мы говорим про видовые квартиры. И цена подешевле. Тут уже, как говорится, думайте сами, решайте сами, покупать вам квартиру в Piazza Residence или в Modern Ultra, или не покупать. Ну что, давайте подводить итог этого большого обзора. Короче, если вы ищете что-то премиальное, я не знаю, аналогию с тачками проведу, вы ищете Porsche последней модели, то, наверное, Piazza Residence — это ваш вариант, потому что эта история вообще не про квадратные метры. Вы покупаете ощущение какой-то привилегированности и статусности. Но если вам нужна тачка на каждый день, доехать из пункта А в пункт Б, Modern Ultra выглядит более рационально. Здесь также есть доступ к старому городу, к этой локации, видовые характеристики, ну и так далее, вы меня поняли. Про эти проекты нельзя сказать, что один плохой, другой хороший, просто он для разных людей, для разных задач. Если у вас остались вопросы по этим проектам, пишите мне в WhatsApp, ссылка на WhatsApp в прикрепленном комментарии к этому видео. На этом, пожалуй, все. Я реально вложил много сил и энергии в это видео, можно сказать, целую душу отдал. Поэтому, если оно вам понравилось, вы знаете, что делать. Нужно поставить палец вверх, да. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а мы увидимся в следующем видео. Всем пока.